Всем привет! Очень давно мечтал и недавно все же решил купить вот такую муфельную печь. Очень много времени потратил на то, чтобы понять, какая она нужна. Изначально, конечно же, хотел сделать все сам, ну или как минимум приобрести советскую небольшую муфельную печь типа ПМ-8 и модернизировать ее. Но в итоге оценил свои возможности, главным образом в плане свободного времени, которое придется будет потратить на постройку и, главное, испытание этой печи, в итоге решил все-таки купить. Сразу скажу, что это никакая не реклама. Эти печи и их изготовитель уже довольно широко известны. Альтернативы в этом ценовом сегменте немного. Ну и раз уж я занимаюсь металлообработкой, я думаю, понятно, что размер мне нужен побольше. Ну или по крайней мере подлиннее. Поэтому приобрел я далеко не самый дешевый вариант. Но экспериментировать начал с плавки. Термообработкой, думаю, займусь в будущем. А раз уж запланированы эксперименты, почему бы это не заснять? Ну вот скрутил такую простейшую форму. На верхней грани внимания не обращайте. Крышку я делать не планировал. Ну то есть верхнюю часть с литником. Для начала попробую по-простому. Ну и первой, так сказать, работой планируется отливка вот такой детали для болгарки. Я уже несколько раз пытался выточить ее из стали на токарном, сваривая предварительно заготовки, но неудачно рассчитал места сварки и каждый раз раза 2 или 3 делал, и оно отваливалось. Расколото в нескольких местах, предварительно была склеена как раз для отливки. Но в предвкушении, ожидании доставки печки уже закупил кварцевый песок и вот такое на пробу жидкое стекло. Сразу же попробовал отлить небольшую форму. Получилось так себе, а вот формовочной смеси потратил много. Ну, первый блин. Вместе с печкой заказал пару простейших тиглей. По форме они такие, как будто бы их вырезают прямо из кирпича. И изготовил простейшие клещи для удержания этих тиглей. Для переплавки выбрал кусочки металла, которые уже когда-то давно переплавлял, а также фрагменты мебельной фурнитуры, которые я снял перед выбрасыванием старой мебели. Печка почти моментально набирает заданную температуру, буквально 5-7 минут, 700 градусов будет точно. А вот то, что установлено в нее, должно прогреться за продолжительное время. По крайней мере минут 20 такой маленький тигель, который я устанавливал с алюминием, у меня плавился. Если кто-то узнавал по поводу этой печки, по поводу косяков, даже скорее не печки, а терморегулятора, то, наверное, знает, что есть, так сказать, перескок температуры, особенно на низких температурах в районе 200 градусов. Инертность нагревательных элементов намного больше, чем думается этому терморегулятору. Видимо, какие-то тайминги не совсем корректно заданы, либо для этих температур просто не пытались их корректно задавать, потому что на высоких температурах все нормально, а вот на температурах, например, градусов 200 или 300, если задать такую температуру, то при включении печка наберет 250 или 350 градусов соответственно, или даже больше. Поэтому приходится заранее устанавливать температуру градусов на 50 меньше, а уже по мере нагрева выставлять нужно. Вот смотрите, печка набрала 750 градусов, и второй выключатель, точнее индикатор на втором выключателе периодически начинает тухнуть. То есть нагревательный элемент регулятором отключается. И того самого перегрева, о котором я говорил ранее, на такой температуре не наблюдается. Так что остается только засечь время, чтобы знать примерно, когда должен расплавиться металл в тигле. Я думаю, всем интересно будет посмотреть, как эта печка выглядит на 1000 градусов. Сейчас попробуем что-нибудь залить.
Вот значит оно как. Металла маловато, и я чувствую, что он очень неохотно растекается по жидкому стеклу, по форме жидкого стекла. Ну, как бы да, не лучшим образом, но для первого раза, я думаю, пойдет. Все-таки отлил нечто похожее на вот эту крышку. Я думаю, все равно должно получиться чуть лучше, чем получалось вот с этой. Вот здесь я изначально просто неправильно запроектировал место сварки. Варить нужно было не здесь, а вот здесь. Поэтому при попытке сделать здесь канавку каждый раз все это разлеталось. И я решил не продолжать изготавливать из стали. Можно сказать, чуть ли не специально для этого дела я решил заказать два вот таких резца, чтобы перейти, может быть окончательно, может быть временно, на пластинки вот такого типа размера. 0,7, 0,2, ну и в зависимости от радиуса 0,4, 0,8 или 0,2. Пластинки, как можете заметить, относительно дешевого Китая не самые дешевые. А вот сами резцы догадался взять практически самые дешевые. Буквально там 50 рублей дешевле остальных. А по факту можно наблюдать всем известную пословицу: скупой платит дважды. У левого резца кончик отбит, упаковка при этом целая, то есть продавец отправил именно в таком виде. Основная рабочая плоскость, на которой ложится пластинка, повреждена. А вот что мы видим у второго резца. Пластина просто не выходит за грани резца. То есть фактически этим резцом тоже пользоваться не получится. Ну, в моем-то случае уже присутствует некий станочный парк, хоть и игрушечных станков, как многие говорят, но такие косяки исправить я смогу без проблем. А если покупать так, чтобы сразу работать, то не получится. Почему я сказал о переходе на эти пластины? Ну, потому что у меня имеется вот такой набор. Уже накопился некий комплект инструмента под вот такие пластины. Я их как-то одно время, еще год назад, встречал в продаже буквально от 200 рублей пачка. И при всем при этом мне понравилось, что они довольно стойкие при обработке стали. А значит, это один из самых выгодных вариантов. Поэтому подумал укомплектоваться набором для использования таких пластин. Ну а самих пластин я уже заказал пачек, наверное, 5. Конечно, можно поспорить, что вот эта пластина будет намного выгоднее, так как у нее целых 6 режущих кромок с одной пластины. Цена явно не в 6 раз больше. Но такая пластина вот используется на основном проходном резце, а вот на внутреннем расточном ее можно использовать только на диаметре миллиметров в 20, ну или 16. Но никак не на таком маленьком диаметре, какие позволяют обрабатывать вот такие резцы. Поэтому сказать, что эта пластина универсальная, тоже нельзя. Ну и не оставляет покоя то, что изнашивается вот в таких пластинах лишь кончик, а предназначены они для намного больших съемов. И получается, что были бы такие пластины или другие больших размеров, мы покупаем большую пластину, а используем всегда только кончик. Ну и как-то жалко, что ли, даже. Вот от этого и основная разница в цене. То, что физически эти пластины намного меньше. И намного меньше затрат требуют при производстве. В общем, я никому не навязываю этот вариант. Я лишь говорю о том, что я придумал для себя. И буду проверять в ближайшее время. Вот именно настолько не доходит пластина до края. Сверхвысокоточная установка на глаз.
Со второй гранью все не так просто. Она имеет уклон, поэтому снял только вершину. Снимать нужно всего 10. В общем плане заготовка получилась неплохой, но, естественно, плоскости нигде не совпадают. Из всего, что нужно здесь учесть, самое главное это вот эта плоскость. Плоскость, которая не предусматривает значительного вмешательства. Тут уже практически углубления под отверстия готовые. Но насколько у меня это получится, пока не знаю. А вот все остальные плоскости, видите, какие кривые получились. Ну, сказывается неопытность. Поэтому я взялся за такую ерунду, по большому счету, для того, чтобы просто понабраться опыта в литье. Отсюда можно сделать вывод, что зажимать мне не за что. Поэтому я уже здесь подчистил некоторые поверхности и буду использовать 4-кулачковый патрон. Для того, чтобы создать дальнейшую базу вот здесь, за которую можно будет зажаться и уже все остальное растачивать. Эта часть как раз для этого и была отлита. Оригинальная деталь выглядит вот так. Но вот и еще один повод для перехода на такие маленькие пластинки. Наличие у меня алмазной пластинки. Я ей периодически пользуюсь, исключительно чистовые проходы по цветному металлу. Стоит она одна, как 1,5 или даже 2 комплекта обычных пластинок. Поэтому стоит задуматься об аккуратности ее использования. Конечно, максимальный эффект от нее можно получить только при наличии автоподачи. Но сейчас я как раз и хочу проверить, насколько чисто я смогу снять торец без наличия автоподачи. Ну, я думаю, результат налицо. Стоит отметить, что к этой пластинке точно так же прилипает алюминий, ну или дюраль. И как только это происходит, чистота поверхности резко ухудшается.
примерно в такой мелочи заключался эксперимент по использованию алмазной пластины. Видите вот этот ободок, который я вел вручную, торец? Там практически зеркало. А вот внутренняя часть так не получилось, потому что я шел на автоподаче. Сейчас стоит стандартная 24-зубьевая шестеренка, и можно сделать вывод, что минимальной подачи для алмазного точения цветных металлов на ТВшке недостаточно. Если бы я поставил шестеренку на 18 зубьев, ситуация, может быть, и поменялась бы, но я думаю, не кардинально. Вот такой самодельный резец использовал для проточки канавки. Состоит он из сверла и длинного прутка, приваренного к державке. Жесткости очень мало, поэтому шла такая сильная вибрация. Впоследствии я просто придержал рукой, пальцем за конец державки, и вибрация практически полностью ушла. Ну, по крайней мере, резец начал резать. Зато появилась идея в будущем вот для этой оправки сделать что-то подобное, только под сверла. Совсем забыл про вот это обнижение. Ну, сейчас сделаю обычным отрезным резцом. Очень не хочется полностью восстанавливать конструкцию поворотного стола, устанавливать на него патрон, центровать его. Поэтому центровку решил сделать через вот такую штуку. Для этого просверлил отверстие. Эту оправку, кстати, уже в принципе можно было полностью обрезать. Но я этого не сделал, на всякий случай. Видите, непроливки наблюдаются повсюду. То есть функционально эта деталь работать в принципе должна. Ну а я сделал кучу выводов по поводу будущих отливок. Это все соберется вот так, но есть одно но. Диаметр, естественно, не подходит. Не подходит буквально на миллиметр. Поэтому из валяющихся деталек выточил вот такой переходник. И вот это все станет вот так. Переходник, естественно, выточен за одну установку. И теперь, в принципе, ничего откатывать не нужно.
Несмотря на кучу косяков, я думаю, что эксперимент все же удачный. При текущих ценах на китайский инструмент заниматься восстановлением какой-то такой вот бэушной болгарки, ну как бы такое себе спорное удовольствие. Так что это чисто ради того, чтобы поэкспериментировать. Не судите строго. Собрать саму болгарку пока возможности нет. Также обратите внимание, что несмотря на то, что я не производил никаких дегазаций при отливке, пор тут практически нет. Они единичные и очень мелкие. Плавка происходила при температуре 750-770 градусов. Видимо, этой температуры уже за глаза, для того, чтобы воздух в металле не задерживался. Ну, я как бы и не эксперт в этой теме, но получилось неплохо. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. По результатам опросов однозначно определилось, что большинство зрителей все же за ремонт. Хотя подобных роликов на YouTube, на мой взгляд, уже более чем достаточно. Но раз оно так, то вот вам небольшой тизер того, что сейчас происходит в мастерской. Пока за кадром.